Для этого нам нужно создать поверхность для начала, которая будет иметь вот такое вот красивое пересечение с нашим бампером. А затем мы сделаем филет этой поверхности. Поэтому давайте построим основные линии этой поверхности. Тут где-то вот такая ось у нее будет. Так. И это один спан. Это вот такая форма примерно. Передвинем пивот на пик и совместим. Так, скроем меш, построим эту поверхность. Вот так она выглядит. Возможно, да, она немного шире. Вот так. Вот, и теперь надо скинуть слой. Продлим чуть дальше. И теперь надо закатать здесь филет. Посмотрим, как выглядит наше пересечение. Вот так. Режем лишнее. Нам не нужно. И приступим. Значит, перед тем как строить, рекомендую сохраниться. Первое, что нам нужно, построить два больших филета. Начнем с автоматического. Но перед этим, чтобы мы будем строить филеты большие, чтобы он не запутался на вот этом остром угле, мы ему просто подскажем, до каких пор нас интересует этот филет, вытянув вручную и разрезав напополам нашу вот эту поверхность. То есть мы сейчас ее режем чисто для вспомогательных целей, чтобы не запутать компьютер в расчетах филета. Так, вот используем эту поверхность и эту. Дефолт. Вот видим, да, нам филет нужен именно до этой точки. Дальше он нам не нужен, чтобы мы могли с ним работать. Так.
Попробуем радиус. Радиус лучше работает, как видно, да? Но нет, ничего не лучше. Точно так же съезжает CV здесь, ниже пересечения. Это нас не устраивает. Так что остаемся на хорде. Схема построения хорда. Величина 30. Сравним с мешем. Тут далеко от меша. Можно попробовать с радиусом увеличить до 30. Так. Давайте 35 и пойдем дальше. Включим Explicit Control. Давайте сделаем. Смысл в том, что нам здесь нужны только ориентиры, вот эти линии. Сами эти поверхности мы использовать не будем. Так. Поэтому можно даже увеличить эти радиуса еще больше. Ну, где-то так. Вот. Удалим эти поверхности. И построим вручную наши будущие бленды. Так. Видим, что fit curve получается очень неплохим. Толерансы просто отличные. Удалим лишние кривые на поверхности. Локаторы. И начнем строить привычным способом уже. Так. Вторая степень. Видите, строя таким способом, у нас нет шансов, что мы вот здесь провалим CV туда, глубже поверхности, и у нас там будет какая-то непонятка. Всегда строя вручную, результат получается намного чище, предсказуемый.
Так, удалим вот эти кривые. Попробуем спроецировать тангенс для начала. Project. Тангенс. Вот так. Давайте попробуем дернуть CV-шку. Сделаем тот же прием. Запросим подтверждение на кривизну. Отлично. Нет, стойте. Вот так. То есть кривизна с 4 степени у нас уже здесь есть. Так. Так. Дальше самое интересное. Эти поверхности уже не нужны. Кинем их темп. Построим последний изгиб. Перед этим удалим историю. Так, как мы это будем делать? Построим сначала кривую 5 степени здесь. Вот таким вот образом. Потом вот здесь. То есть мы сейчас строим патч, как он должен выглядеть. Не то, как он получился бы автоматически, если бы мы его строили. То, как он должен выглядеть. Вот так. Вот, и что видим мы здесь? Что из-за того, что у нас очень слишком быстро сужается вот этот филет, у нас здесь совершенно не хватает места для широкого бленда. Вот поэтому удалим эти кривые на поверхности, перепроецируем позицию сюда, Project Normal, и пока вот в таком состоянии находится наша поверхность, мы будем двигать нашу CV-шку. При этом мы, скорее всего, останемся даже в кривизне. Конечно, вряд ли, но можно попробовать. Нет, не останемся. Но смысл вот такой. И сделаем точно так же вот здесь. Вот так.
потому что хочется сделать вот такой широкий бленд. Вот так. Дальше. Давайте поправим. Включим здесь тангенс. Подтянем. Так. Тангенс. Проверка кривизны. Подтянем. Вот и все. То есть это абсолютно безболезненная операция. Пока что. Потому что все внутренние сивишки у нас уже выставлены вручную, нормально. Единственное, что, конечно, скорее всего, придется и вот эти CV подергать, чтобы они точно так же быстро не заворачивались. Вот так. Итак, и теперь строим сквер. А нет, давайте прежде чем, вот да, вытянем эту кривую настолько далеко, чтобы попытаться совместить ее с поверхностью. Пока она прячется там. То есть нам мало вот этого натяжения, которое есть. Вот. Уже немножко, и она появляется. Попробуем спроецировать, посмотреть, насколько далеко она от поверхности. Проецируем кривую на поверхности. И вот здесь находится анализ расстояния кривой от кривой. Точнее, не здесь, а вот. Расстояние curve. И проверим cos 2 и curve 66. Ну, в принципе, 0,4 посмотрим, как оно будет уменьшаться или увеличиваться от наших манипуляций. То есть, если мы продолжим вытягивать ее дальше, ну, в общем, вот такой результат 0,08. Пока что оставим. Удалим эту кривую на поверхности, она нам нужна. И построим сквер. Сквер. Explicit Control. 4 на 5. Без спанов. При условии, что единичка будет коллинер и тройка. Так. Попробуем сделать кривизну. И здесь кривизну. Так, и теперь самое главное — это попасть внутренними CV-шками на место. Для
этого мы создадим кривую на поверхности, которая будет показывать, где должны быть CV. Так, удалим у сквера историю и возьмем вручную вот эти внутренние CV, поставим на место, где они должны быть. Вот так. Конечно, тогда напрашивается вопрос, что делать с вот этими. Давайте попробуем поставить их в какое-то среднее значение. Вот так. И перепроецировать кривизну на так. Итак, пока результат меня устраивает. Что мы делаем дальше? Дальше эти кривые можно скрыть. Мы проецируем кривизну вот сюда. Видим, что, конечно же, с такими экстремальными заворотами степени мало для попадания, поэтому мы заранее сами вручную сделаем вот такой вот сплит напополам. То есть внутренние CV у нас продолжают быть выровнены так, как нам надо. Но все остальное теперь алайнится довольно просто. Вот так. И попробуем сделать G1 на вот эту поверхность. Так, попадаем. И дальше, чтобы уже закончить все это дело, перестроим в 5-ю степень все поверхности, спроецируем вот так G2 на них. Вот так. Перед этим совместив позиции, чтобы они после проекции сами между собой выстроились в кривизну. Вот так. Итак, поехали. G2 Project Normal. Вот так. Проверяем внутреннюю кривизну. Отлично. Осталось поправить всего лишь чуть-чуть вот здесь. Удалим историю. Проверим, во-первых, попали ли в позицию. Попали.
здесь мы видим, что тангенс, если тангенс не попал вот в этой точке, там где они соприкасаются, значит нужно перепроецировать эту кривую вот таким вот образом. Делаем проекцию и потом, оставаясь в позиции, чтобы она, тянем эту CV. Видите, насколько далеко мы ушли от прошлой. Вот, и теперь в этой точке не попала кривизна. Мы ее подтягиваем. Можно попробовать сделать это с этой стороны. Вот так. Старые кривые поверхности мы удаляем. Проверяем здесь. Так, и осталось только поправить внутренние CV-шки. Это нужно сделать совсем чуть-чуть. Вот так. Вот мы видим, как можно все это сделать. Вот так вот. Конечно, он кажется островатым по сравнению с тем, что есть. Но задача показать принцип, как это делается. Так. Но он все-таки островат, конечно. Так что я его сам перестрою в то, как он должен быть. Но записывать это уже не буду. Так что на этом урок построения вот этой штучки заканчивается. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.